Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина идет в вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И напишите в комментариях, какую женщину вы хотели бы встретить. Вот какие женщины вам нравятся. Напишите свое мнение. Очень интересно почитать. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ой, как вы выглядываете, как вам хочется вот новую женщину. Вот именно нацелены, знаете, на какую-то активность. Вот некоторые из вас начали проявлять именно активность в личной сфере. Это уже хороший знак. Вы пережили вот еще совсем недавно, вот были трудные времена. У некоторых, конечно, сейчас еще проигрывается, да, потому что общий расклад, может быть, некоторые сейчас пребывают в таком не очень хорошем, в грустном, в печальном настроении. Но, тем не менее, я вам скажу, вы настроены именно вот на светлое будущее, на какие-то активные действия. Эта активность направлена абсолютно на все. Вот знаете, у меня такое ощущение, что вы вот как будто вот проснулись, вот как медведи после зимней спячки просыпаются, да? Как почки распускаются на деревьях, так и вы вот как будто проснулись, да, вот весна, вы расцветаете, вы начинаете действовать, вы начинаете отходить от вот этих ваших негативных мыслей, от какого-то, может быть, затворничества. Если кто-то из вас, допустим, сидел вот в одиночестве какой-то период, страдал, грустил, то сейчас этот период уже, ну, как бы начинает отходить, уже он так, ну, более-менее позади. Это может проигрываться еще в активных действиях и касательно работы, какого-то дела, может быть, бизнес у кого-то. Это еще может быть то, что вы активно начали заниматься, кто-то поиском новой работы, кто-то хочет реально свое дело открыть. Ну, то есть вот активность со всех сторон, вот адреналин какой-то, драйв в вашу жизнь начинает возвращаться, приходить после того грустного периода. Плюс еще я вам скажу, вот некоторые все-таки еще живут прошлым. Вот как там ни крути, но бывшая вот не может уйти из вашего сердца, из души. Да, с одной стороны, уже как бы на позитив, да, уже кто-то знакомиться начинает, уже начинают первые росточки, там, да, какая-то влюбленность маленькая может проигрываться. Но опять же, бывшая еще сидит очень плотно в душе и в сердце. Напишите в комментариях, есть такой момент у вас или нет. Плюс еще я вам скажу, вы такой довольно экономный человек. Я не могу сказать, что вы жадина, но очень так структурированно вы относитесь к деньгам. Вы, ну, чуть ли не по полочкам готовы расписать, разложить, что на это я потрачу столько-то, да, там на продукты столько-то, там на коммуналку и так далее. Ну, то есть вы абсолютно не сорите деньгами, и это, в общем, довольно неплохая черта. Вы еще такой, знаете, вот живчик. Вот несмотря на то, что даже если, допустим, вам там 50 плюс, да, кто-то уже готов лапки сложить, у вас энергии, в принципе, хоть отбавляй. Другое дело, что можете лениться, да, особо куда-то там бежать лишний раз, но потому что пока вы один, то можете иногда полениться, что-то сделать, да. Но в принципе, вот в общем я беру, энергии у вас еще хоть отбавляй. На вас еще, как говорят, можно землю пахать, да, ну такой вот вы силач и физически, и душевно, морально, вот такой вы выносливый человек. Вы, в общем-то, такой весельчак. Вы любите компании, вот когда особенно хорошая компания, да, когда там, допустим, близкие друзья, может быть, семьями собираются, там родственники, да, но когда такая своя тусовка, то вы, конечно, чудить можете ого-го еще. Вы очень любите интим, я вам скажу, да. Другое дело, что сейчас как бы трэш с этим проигрывается, да, что вот, ну, не с кем пока. Однодневочек мы не берем, как всегда. То с этим, конечно, острая нехватка позитивных эротических эмоций. Вот еще один диагноз я вам поставила, да. Но в вашу жизнь идет, кстати, в принципе, идут такие вот перемены кардинального характера. Так,
что же за перемены вас ждут? Перемены судьбоносные. Ух ты! Ребят, повторяем Камасутру, в который раз уже выпадает у нас. Смотрите, в вашу жизнь через какое-то время, у каждого это будет свое время, проигрывается, помним об этом, да, потому что некоторые пишут, когда же она придет, где же она и так далее. Помним, что у каждого своя судьба, и там наверху видят, когда вам лучше, в какой момент вам послать новую женщину, да, вот свыше именно послать. Смотрите, какой-то период еще вы немного погрустите. Погрустите в том плане, что ну никак не встретилась любимая женщина, да. Но через какое-то время в вашу жизнь ворвется новая женщина, именно ворвется очень и очень неожиданно. Причем вот как-то она ворвется до такой степени, вот, знаете, вот как огонь, вот вы сам такой вот огненный вообще человек, вы такой активный, как я уже говорила. Вот у вас как-то оно все завяжется сначала с такого бурного, страстного романа. Вот вы подойдете именно по темпераменту, да, вы влюбитесь, конечно же. Это не будут отношения для одного вечера, нет, потому что, ну, у вас немного другие понятия в этом плане. Я уже говорила, да, что вы настроены вот именно на серьезные отношения. Поэтому вы будете рассматривать, конечно же, эту женщину для, ну, не только для интима, а для серьезных отношений. Опять же, она будет моложе вас, блондинка, скорее всего, проигрывается, но такая вот, ну, я их называю обычно девочка-девочка такая, в чем-то наивная, в чем-то такая доверчивая, очень добрячка, ну, очень такой светлый человечек, очень светлый. Хотя я вам скажу, что почему-то у меня такое ощущение, что ваша бывшая вот будет на чеку стоять. Вот она может узнать, что у вас появилась новая женщина, и начать какие-то вот палки в колеса ставить. Может либо гадости наговорить, да, вот как-то, ну, с тем, чтобы прийти опозорить, да, вот перед новой женщиной, еще какие-то гадости учудить. То есть будьте осторожны, держите ухо востро. У вас начнется вот период с этой новой женщиной, кстати, довольно такой зажигательный, вот именно в интимном плане. Поэтому я хочу порадовать, вот у кого давно не было вот этих вот шалостей, так сказать, да, интимного характера. Я думаю, здесь вы накушаетесь сполна. Потому что, вот знаете, у меня такое ощущение, что вот два человека, у которых давно не было шалостей вот этих, да, то есть у нее не было какой-то период, у вас не было. И вот вы как два голодных человека вот дорвались, вот, ну просто, знаете, вот в таком состоянии, что хочется просто порвать партнера, как тузик грелку. Вот такие вот будут бурные страсти кипеть. Настолько вот вы сойдетесь именно вот в интимном плане. Сначала вы, конечно, вот внешность и интим сыграет очень большую роль для вас. Но это никому не секрет, что мужчины в основном, да, в своей преобладающей массе клюют именно на внешность, на фигуру, да, и плюс через интим вы, так сказать, тестируете женщину. Ну, как ни крути, вот. Напишите в комментариях, кстати, ваше мнение. Ну, я знаю, что, в общем-то, это так. Конечно, есть какие-то погрешности, но мужчины есть мужчины, у вас инстинкты, у вас вот интим, это для вас очень важно, да? Поэтому начнется у вас с таких вот невероятных приключений, с очень такой, знаете, активной, бурной и эротичной жизни, я бы сказала. Постепенно это перейдет уже в более такие серьезные отношения, да. Понятно, что бесконечно не могут быть вот эти страсти там месяцами, годами, да. Это особенно острый период, такой бурный, страстный, это в начале, как правило. Да, у некоторых бывает и в процессе там многих лет. Опять же, это зависит от людей, от темперамента. Но у вас вот самый такой бурный период будет с этой женщиной вот, ну, в начале. Потом тоже это все, конечно же, не иссякнет, но уже немного устаканится, уже немного вы попривыкнете друг к другу. Так,
Что еще вас ожидает с этой женщиной? Ну вот однозначно у вас даже карта семьи выпадает. Карта семьи и любви. Причем, смотрите, вот снова я говорила, что вот бывшая, да, может как-то объявиться. Может даже проигрываться, я вам скажу, что она может какие-то магические еще пакости вам делать. Вот просто, чтобы помешать вашему счастью. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. И как-то вот, ну, держите ее подальше, что ли, от себя, ну, и от вашей вот будущей женщины, которая будет. Она появится, знаете, еще почему? Потому что я не вижу, что она счастлива в личной жизни, и она просто вот из какой-то своей зловредности. Она будет ставить вот именно вот эти палки в колеса, чтобы и у вас не было счастья. Ну вот такой вот человек, да, вот с которым вы жили, ее очень сильно будет бесить то, что вы счастливы. Я смотрю, что у некоторых может еще быть такое, что кто-то из ваших общих знакомых, с которыми вы и она общаетесь, будут ей рассказывать. Да, может быть, кто-то из друзей общих будут рассказывать, как вы счастливы с другой женщиной. Ей будут рассказывать. Ее, конечно, это взбесит, то она будет всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаться как-то вот помешать. У каждых это свои способы проигрываются. Но опять же, будьте осторожны, будьте бдительны, чтобы она, ну хотя бы вот это ваше маленькое счастье не спугнуло, которое может у вас перейти даже в брак, как я уже сказала. Вот я вам скажу, что вот с этой женщиной, вот именно с новыми отношениями, у вас как-то даже вот сердце растает, что ли, в том плане, что если вот еще совсем недавно вы не очень доверяли женщинам, да, у вас была какая-то вот апатия, было неверие в то, что вы встретите новую любовь, то здесь вот она как будто вот растопит ваше вот ледяное сердце, которое вот еще совсем недавно закрылось и ну, уже не верила, что полюбит, да. То есть она растопит ваш кусочек льда в груди, который снова застучит, да, громко, которая вернет в вашу жизнь ту радость, которой давно не было. И с этой женщиной, вы знаете, абсолютное такое состояние вот гармонии, счастья какого-то, да, вот когда хочется порхать, летать на крыльях любви. Я вам всем желаю поскорее встретить такую женщину, да. Я вам всем желаю наконец-то обрести ту радость и покой, вот именно душевный покой, ту гармонию, которую мы все так любим и все так ждем. И чтобы наконец-то и на вашей улице перевернулся грузовик с пряниками, да, от счастья. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!